Сильные морозы в области начались сразу после Нового года. Кто-то из жителей Люберецкого района решил, что такая погода как раз подходит для того, чтобы оставить на улице щенков, которые родились лишь немногим более месяца назад. Выжить самостоятельно на улице у малышей шансов не было. Щенков подбросили к гаражам посреди ночи. Малышей отняли у мамы, которая им была еще очень нужна, и оставили на улице в сильный мороз. Малыши были очень маленькие, их сложно было заметить со стороны. Недалеко от дороги щенки нашли будку, они забрались в нее и улеглись, прижимаясь друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Оказалось, что у будки есть хозяин, пес Рыжик. Когда-то местные жители поставили бродячему псу домик, и он в нем жил, только по ночам часто убегал по своим делам. Утром Рыжик вернулся и попытался выгнать непрошенных гостей из своего дома, чтобы поспать в теплой будке. Вот только малыши не уходили. Идти щенкам было некуда, а сил искать новое пристанище у них просто не осталось. Когда Рыжик выяснял отношения с непрошенными гостями, их заметили прохожие. Одна из девушек, нашедших малышей, знакома с Алей, моей помощницей. Так мы узнали о щенках, Ольга тут же поехала за ними. Мы обе знали, что у нас слишком мало людей и слишком много подопечных. Никто не собирался пополнять компанию еще парой малышей, которым требуется особый уход, но и оставлять их на 30-градусном морозе мы также не хотели. Надеяться на то, что Рыжик сменит гнев на милость и позволит им остаться в своей будке, не приходилось. Когда приехала Оля, щенки сидели в самом дальнем углу будки и выглядели напуганными и растерянными. Щенки были грязными, но у одного из них оказались очень запоминающиеся глаза, один небесно-голубой, второй – цвета янтаря. Ольгу удивили огромные животики малышей, она решила, что это может быть следствие заражения паразитами. В одной из клиник, где нам помогают, малышей согласились принять в тот же день. Щенки были слабые, но мы предполагали, что это из-за переохлаждения. Осмотр и рентген показали, что есть и другая причина. На рентгене врач увидела в желудках малышей кости, монеты и даже щебенку. Мы попробуем все варианты, но велика вероятность, что потребуется оперировать. Вот только малыши слабые и операцию могут не перенести, честно сказала ветеринар. Ольга позвонила мне, чтобы рассказать о ситуации. Первые секунды я не могла ничего сказать из-за шока. Я понимала, что сами щенки глотать камни и монеты не стали бы. Значит, кто-то специально затолкал это в них и выставил их на мороз, чтобы они наверняка не выжили. Я не могу понять, человек хотел убедиться, что малыши умрут или причинить им как можно больше страданий, но, к счастью, все закончилось благополучно. Щенкам сделали операцию, и они пошли на поправку. Надеемся, что в скором времени они обретут своих хозяев, которые подарят им свою заботу, ласку и любовь.